Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня мы с вами в этом видео уделим внимание уникальным практикам. Это практики, которые вы должны обязательно проводить с солью. Благодаря этим практикам вы, друзья, сможете убрать и любой негатив, вернуть зло своему врагу. Ну и, конечно же, друзья, привлечь изобилие, достаток и благополучие. Главное, правильно проводить эти практики с хорошим настроением, с чистым сердцем, и тогда, поверьте, все будет у вас великолепно. Давайте далее, друзья, все более подробно разбираться. Вы знаете, соль используется с давних времен и по настоящее время, и без нее нельзя приготовить ни одно блюдо. А еще соль используют, как вы знаете, для засолки продуктов, как мясных, так и овощных. Также при уборке жилья и даже при стирке одежды. Дело в том, что именно соль способна очищать и защищать от различного негатива, даже разрушительного. Ею просто можно пользоваться. Это может делать любой человек. Поэтому именно и соль так и часто используется и в ритуалах, и в практиках, и в обрядах. Вы знаете, дом всегда будет с достатком и с благополучием, если в нем никогда не иссякнет запас соли. Понимать это нужно следующим образом так. Вы должны купить, например, 2 пачки соли. Одной нужно пользоваться в зависимости от назначения, а вторая пачка соли должна быть у вас всегда про запас. После того, как закончится соль из первой пачки, начинайте пользоваться солью из второй пачки, предварительно кинув в нее последнюю щепотку из первой. Но в то же время сразу покупайте новую пачку соли и кладите ее про запас. Так нужно делать постоянно. Этот процесс ни в коем случае не должен прерываться. Соль вы должны всегда, запомните, покупать сами. Это забота хозяйки или хозяина дома. Нельзя, чтобы в дом приносили соль чужие люди. Даже если в данный момент у хозяев не получается по какой-то причине купить соль самим. Так нужно делать для того, чтобы не получилось смешивание чужой энергии с энергией вашего дома. И негатив чужого человека не попал в ваш дом, принеся этим вам неприятности. Сольничку вы также должны покупать сами. Не нужно брать в пользование подаренную, потому что вы не знаете, с какой целью вам ее подарили и какие помыслы при этом имеет данный человек. Соль не стоит хранить и в емкости без крышки. Желательно, чтобы она плотно закрывалась, потому что соль впитывает в себя энергии. Когда вы готовите еду, добавляя в нее соль, обязательно говорите «на здоровье», потому что соль является мощным проводником наших мыслей. Это действие укрепит ваше здоровье и здоровье всех членов семьи, а также отношения между ними. Соль, запомните, не стоит никогда никому одалживать. Во-первых, тот, кто у вас ее одолжил, может использовать ее вам во вред, наслать порчу, болезни, а также отобрать у вас удачу и благополучие. А во-вторых, соль – это оберег на энергетическом уровне. Ей может не понравиться такое отношение к ней, и просто-навсего она перестанет помогать хозяевам из-за того, что ее отдали из дома. Это будет чревато ссорами и семейными конфликтами. Слово «нет» окажет вам услугу в данной ситуации. Если человек пришел без злого умысла, он поймет и не обидится. А если обидится, то вы должны сделать вывод и держаться подальше от такого человека. Это точно поможет сохранить вам ваше благополучие. Но если у вас так получилось, что вы все же одолжили кому-то соль, то не давайте ее из рук в руки. Поставьте емкость с солью на стол, левой рукой пусть человек сам возьмет, а вы про себя проговорите такие слова: «Соль отдаю», называете имя кому, «возвращать не прошу», «благополучие со мной остается и никому не отдается». Ни в коем случае не берите соль, когда ее вам будут возвращать, ведь вы не знаете, с добром или со злом ее вам отдают. Вы можете вместе с солью притянуть в дом свой негатив, от которого будет сложно избавиться. Скажите, что вы ее подарили и вам ее
возвращать не нужно, чтобы у вас не испортились отношения с тем, кто у вас попросил соль, а также сохранились добрые отношения в доме. Тот, кто берет, должен оставить символическую плату, любую монету желтого цвета, а вы про себя должны сказать «оплачено». Также у вас произойдут хорошие перемены в жизни, если вы, готовя чай или же какое-то блюдо, случайно вместо сахара положите соль. Если вы это сделали левой рукой, это означает, что у вас будет большая денежная прибыль. Существуют свои народные приметы, связанные с солью во время застолья. Если вы считаете, что блюдо не соленое, то подсолите себе его сами по вкусу, но не разрешайте, чтобы кто-то сделал это за вас. Если вам еду посолил кто-то другой, то поменяйте тарелку, а еду, лежащую на тарелку, вынесите на улицу и выбросите, чтобы избежать негативных последствий от такого действия. Не передавайте сольничку за столом друг другу. Дело в том, что так вы можете просто-навсего расстаться со своей удачей. Вы сольничку должны брать только сами, своими руками. Обращаем ваше внимание, что вас перестанут мучить кошмары во сне, а также ночные страхи, если вы, ложась спать, положите под кровать емкость с крупной солью. И вы знаете, что соль, она впитывает весь негатив, который будет в то время, пока вы отдыхаете. А утром обязательно такую соль смывайте в канализацию. И желательно, если емкость будет именно из стекла. И желательно ее каждый раз промывать. И это нужно делать до тех пор, пока кошмары не уйдут. Как правило, в течение от 3 до 5 дней кошмары уходят. Ну а если в гостях побывал нежеланный гость, то после его ухода бросьте щепотку соли на порог со словами: «То недоброе, что принес с собой, забери, мне вреда не принеси и больше никогда в мой дом не приходи». Сделайте из бумаги небольшой конвертик, насыпьте туда соль, купленную на растущую луну, и носите при себе, чтобы успех сопутствовал вам во всех делах и во всех ваших начинаниях. Перед порогом нужно насыпать немного соли, и негатив извне никогда не сможет проникнуть в ваш дом. В детскую кроватку или в коляску нужно положить небольшой беленький мешочек соли в районе ножек. Это убережет ребенка от сглаза и порчи. Также обращаем ваше внимание, что вот такой вот мешочек соли нужно менять в среднем раз в месяц. Ну а если у вас есть постоянные, к вам приходят люди в гости, то, знаете, желательно тогда вообще каждую неделю. Помните о том, что люди, которые приходят к вам, они не всегда чистосердечные и доброжелательные. Ну а для того, чтобы ребенок стал успешным человеком, подарите ему фарфоровую сольничку. При купании ребенка бросьте в воду кристаллик морской соли, и ребенок будет расти крепким и здоровым. А вот если вы рассыпали соль, то знайте, что именно рассыпанная соль – это предупреждение, это следствие ссоры или каких-то конфликтов. О чем же предупреждает нам, друзья, рассыпанная соль? Итак, если соль у вас рассыпалась на пол, скоро в дом придет человек, с которым у вас может возникнуть ссора. Поэтому будьте готовы к этому, сдерживайте эмоции, не переживайте, просто постарайтесь поговорить. Соль обязательно соберите мокрой тряпочкой, а затем прополощите под проточной водой. Тряпочку нужно будет выбросить. Соль рассыпалась на стол, назревает конфликт в семье. Чтобы его немножечко смягчить, не берите соль голыми руками. Опять же, чтобы ее убрать, используйте мокрую тряпочку, а затем прополощите под проточной водой. Тряпочку также нужно будет выбросить. Если соль рассыпалась на пол и на стол в одно время, это значит, что произойдет большой скандал, который выйдет за пределы дома. И чтобы его смягчить, нужно поступить так же, как и в первых двух случаях, но предварительно на соль насыпьте щепоточку черного перца. Во всех других случаях, если соль рассыпалась, прежде чем ее убрать, возьмите щепоточку сахара и бросьте на нее. Если нет сахара, то откройте окно и щепотку соли бросьте через левое плечо, и так вы уберете негатив с данного действия. И, убирая соль, не прикасайтесь к ней голой рукой. Соль смойте обязательно, при этом проговорите
проговорите такие слова: соль негатив вобрала, вода смыла, от вреда не осталось и следа. Ну а чтобы между супругами не было разногласий, нужно под подушку каждому из них положить по маленькому мешочку соли. Чтобы в доме было спокойствие и взаимное уважение, нужно под спальное место каждого члена семьи положить по несколько кристалликов соли. Уезжая в далекую дорогу, возьмите с собой небольшой мешочек с солью, и он станет вашим оберегом в дороге. Есть такой обычай, когда дорогих гостей встречают с хлебом и солью. Почему именно такое сочетание, спросите вы? А потому что хлеб – это символ достатка, благополучия, а соль выполняет здесь защитную функцию. Когда гостя встречают хлебом с солью, то это означает, что отношения будут дружескими, доверительными, что ему рады и желают счастливой жизни. Тот, кто отведал такое угощение, не может быть врагом. Во время свадебного торжества молодых встречают хлебом и солью. И так делают для того, чтобы их жизнь действительно была богатой и неактивные какие-то негативные моменты ни в коем случае не наполняли ее. Когда вы поселяетесь в новое жилье, войти в него нужно с хлебом, с солью, чтобы подружиться с домовым и задобрить его на добрые дела. У вас в доме, если натянутые отношения, зреет конфликт, чтобы этого избежать, возьмите сковороду, насыпьте жменю соли и нагрейте ее до коричневого цвета. Далее пересыпьте в посудину, которая не боится горячего, и вынесите на улицу под большое дерево. Соль выбросите там, проговорив такие слова: «Весь негатив из дома убираю, место положительным эмоциям освобождаю. Будет в доме опять уют и тепло, не позволю, чтобы в нем поселилось зло». После этого уходите домой, не оглядываясь. Если вы ходите по улице, бываете в разных местах, это чревато тем, что можно принести негатив в дом на одежде. Поэтому ее нужно периодически подвергать энергетической чистке. Для этого подойдет любая соль. Если вещь из вашего гардероба можно постирать, то перед стиркой обязательно бросьте щепоточку соли в воду, будь то таз или стиральная машина, и проговорите такие обязательно слова: «Соль негатив уберет, моя одежда мне вред не принесет». Если нельзя вещь перестирать, то рассыпьте щепотку соли по вещи, и пусть она также полежит приблизительно около часа. Затем соберите соль, смойте ее под проточной водой, проговаривая любые слова, которые идут от чистого сердца. Но если вы принесли в дом что-либо кем-то подаренное, то обязательно проведите чистку этой вещи, разорвав ее энергетическую связь с человеком, от которой вы ее получили. Посыпьте щепоткой соли или, если это возможно, протрите солевым раствором эту вещь. При этом проговорите такие слова: «Соль в помощь призываю, чужую энергетику с этого подарка убираю. Эта вещь будет теперь у меня, не причинит мне вреда». Так как соли, друзья, это сильный энергетический оберег, то нужно всегда добавлять щепоточку соли в воду при мытье полов. Это действие защитит вас и ваших близких от сглаза и порчи. Также вы можете сшить небольшой мешочек из ткани, цвета который вам нравится, и наполнить его солью. Далее завяжите красной нитью, и такой оберег нужно носить при себе. Его следует всюду брать с собой, а когда будете куда-то идти, проговаривайте такие слова: «Оберег при мне, его с собой ношу, себя от любых бед и неприятностей защищу». Такой мешочек можно повесить у входной двери, положить в сумочку или в кошелек. Он не только убережет от зла, но и притянет в вашу жизнь светлые энергии, откроет денежные потоки. Соль в мешочке хорошо брать с собой на заключение сделок, контрактов, а также если вы связаны с торговлей. Это обязательно поможет процветанию вашего дела. Ну а для того, чтобы привлечь деньги в свою жизнь, возьмите деревянную сольничку, насыпьте в нее соль и поставьте по центру стола. При этом скажите такие слова: «Соль на удачу, богатство выставляю, ними весь дом заполняю, свое желание, стол желание мое укрепляет и исполнить помогает». Но если ваша работа связана с клиентами, ведь бывают такие, что настроены негативно, поставьте соль на рабочий стол, и она впитает весь негатив.
Но если у вас был трудный день, возьмите с собой в душ емкость с солью. Намочив лицо и тело, слегка потрите их солью. Так вы избавитесь от негатива, а настроение ваше сразу улучшится. И еще, друзья, хотим поделиться очень одной интересной, но в то же время действенной практикой. Если вам нужны срочно деньги, что мы делаем? Вам нужно на запястье левой руки нарисовать 4 восьмерки, обвести их в круг и после этого взять щепоточку соли, хорошо протереть свои руки, открыть кран и представлять себе, что в этот момент вы моете не мылом руки, а солью. И желательно в этот момент представлять, что вы примываете деньги в свою жизнь. И когда вы будете проводить эту практику, скажите: активирую денежные потоки в свою жизнь. Истинно да будет так. И Вселенная обязательно сделает все так, чтобы в вашей жизни действительно было и достаток, и изобилие, и благополучие. Девочки и мальчики, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал касательно поддержки нашего канала, нашей команды, друзья, есть ссылка в описании. Вы можете перейти и любая сумма, которую вы посчитаете важным и нужным, можете отправить. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает, кто нам пишет добрые, хорошие слова. И при отправке доната вы можете написать и в комментариях. Нам очень приятно, что вы действительно смотрите и очень делитесь своими знаниями, опытом. Друзья, мы всем желаем мыслимых и немыслимых благ. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами же буквально в следующем видео.